Всем привет! И вы снова на моем канале Мастер Кнотс 007. Сегодня мой урок будет посвящен плетению шнуров. Я покажу вам, как сплести шнур на 4, на 6 и даже на 8 нитях. Такие шнуры пригодятся для создания ручек с сумкам, подхватов для штор или брелков. Итак, первый шнур на 4 нитях. Плести мы будем таким образом, используя крайние нити. Итак, сначала мы берем левую нить, заводим ее под 2 нитями и перекидываем через одну нить в левую сторону. Вот таким образом. Теперь то же самое мы сделаем с правой стороны. Мы берем правую крайнюю нить, заводим ее снизу под 2 нитями и как бы оплетаем одну нить, вот смотрите внимательно, сверху в правую сторону. Вот так. То есть возвращаем нашу нить опять в правую руку. Каждый раз мы будем возвращать нить в ту руку, с которой мы начали. Итак, левая крайняя нить снизу над одной нитью и возвращается в левую руку. Правая крайняя нить мы заводим снизу, как бы обвиваем одну нить и возвращаем в правую руку. Так мы будем повторять, плести наш шнур до тех пор, пока это необходимо. Левая нить снизу вокруг одной нити, правая нить снизу и вокруг одной нити в правую руку. То есть всегда мы плетем крайними нитями. Левой крайней нитью, затем правой. Итак, продолжаем плести до необходимой нам длины. У вас со временем будет получаться это довольно быстро. Шнур получается объемным, не такой, когда мы плетем косичку. Когда мы плетем обычную косичку, она получается плоской, а здесь получается объемный шнур. Я вам покажу потом, как он выглядит, когда закончу плетение. Обратите внимание, концы нитей будут путаться у вас, и периодически вам необходимо будет их расплетать. Делать это надо достаточно часто, чтобы потом не получилось так, что у вас образуется узел, который вам будет очень сложно расплести. Сейчас я доплету еще немного и покажу вам, какой в результате шнур у нас получится. Вот смотрите, я надеюсь, фокус камеры позволит показать, что шнур имеет такое квадратное сечение. Вот так, смотрите, я сейчас отколю шнур и покажу вам его поближе, чтобы вам было лучше видно. Вот таким образом выглядит наш шнур. Я рекомендую вам поэкспериментировать с толщиной нити, из которых вы будете плести, а также с цветом. Сейчас я вам покажу для примера и наглядности. Я буду плести тот же шнур таким же способом, только из нитей разных цветов. Я возьму 2 нити голубого и 2 нити белого цвета. Плести мы будем точно так же. То есть плести мы будем крайними нитями. Итак, сначала левой крайней нитью мы заводим снизу и оплетаем одну нить и убираем ее в левую сторону. Правой крайней нитью мы заводим снизу, оплетаем белую теперь нить и заводим ее в правую руку. Обратите внимание, у нас все время нити одного цвета в одной руке. Итак, левая крайняя нить мы оплетаем и направляем ее в левую руку. Теперь правой крайней нитью мы делаем то же самое. Оплетаем нить, и она возвращается у нас в нашу правую руку. И так мы будем плести до тех пор, пока нам это необходимо. Вы можете добавить сюда другие нити разных цветов. Вы можете сделать каждую нить разного цвета. Экспериментируйте, получаются очень интересные результаты. Это может вам пригодиться для создания ваших каких-то креативных идей. Сейчас я вам тоже постараюсь показать, как выглядит шнур, когда вы будете его плести из нитей 2 цветов. То есть мы его плели точно так же, это обычный шнур на 4 нитях. Вот таким причудливым образом у нас переплетаются нити, образуя вот такой узор. По-моему, выглядит здорово. Итак, следующий вариант – это использование 6 нитей для плетения шнура. Естественно, он получится более объемным. Точно так же мы будем использовать для плетения именно крайние нити. Сначала левую, а потом правую. Левой нитью мы будем подводить снизу и уже оплетать
две нити, а не одну, как в предыдущем случае. Вот таким образом тоже возвращаем в левую руку. Теперь правую крайнюю нить мы заводим снизу и оплетаем две нити, заводя ее снова в правую сторону, в правую руку. И повторяем поочередно. Левую нить снизу и вокруг двух нитей в левую сторону. Правую крайнюю нить заводим снизу, вот таким образом, и оплетаем две нити и укладываем ее снова в правую сторону. Продолжаем плести, пока нам это необходимо. Шнур получается, естественно, более объемный и более толстый, поскольку здесь мы используем 6 нитей. Его точно так же можно плести из нитей разных цветов, разной толщины, ну и, конечно, разной длины, той длины, которая вам необходима. Сейчас я вам покажу, как выглядит этот шнур поближе. Сейчас я немножко доплету, чтобы было лучше видно на более длинном шнуре, как он выглядит. Итак, еще чуть-чуть. Итак, вот все готово для того, чтобы вам показать. Вот таким образом, как бы у нас квадратный шнур, с каждой стороны образуется вот такая косичка. Очень красиво смотрится на ручках сумок. Теперь мы будем использовать 8 шнуров. Я сразу беру 2 цвета, потому что мне нравится, как в таком плетении выглядит шнур из 2 цветов. Опять-таки мы будем оплетать только крайними нитями. Посмотрите, что мы сейчас будем делать. То есть мы будем использовать левую и правую нить, крайние. Итак, сначала мы начинаем опять-таки с левой крайней нити. Мы заводим ее вот сюда, 2 нити остаются в правой руке, и 2 нити мы оплетаем нашей нитью бордового цвета и возвращаем ее в левую сторону, в левую руку. Теперь мы делаем то же самое крайней правой нитью. 2 нити остаются в левой руке, и 2 нити мы оплетаем в правую сторону, вот таким образом. И дальше мы повторяем все то же самое. Одной крайней нитью мы заводим снизу, 2 нити мы оставляем в руке в правой, 2 центральные розовые нити мы оплетаем в левую сторону. Теперь мы возьмем крайнюю правую нить, заведем ее снизу, и 2 центральные бордовые нити снова оплетем уже в правую сторону. Вот у нас уже образовывается узор, такие дорожки-косички. Итак, мы повторяем с левой стороны и с правой стороны. Повторяем плести до тех пор, пока нам необходимо. При плетении всех шнуров, когда вы используете длинные нити, концы нити у вас будут путаться. Они тоже как бы будут сплетаться у вас, в общем, шнур с противоположной стороны. Вам придется периодически их расплетать. Просто следите за этим, придерживайте в месте плетения ваш шнур, второй рукой помогая себе, расплетайте концы этих нитей, чтобы они не завязались в узел, который будет тяжело расправить. Вот таким образом мы сплетем шнур из 8 нитей. Точно так же вы можете использовать 2, 3 цвета или 6 цветов или однотонный. Все, как говорят мастера макраме, все в ваших руках. То есть из-под ваших рук будут выходить красивые изделия. Я надеюсь, что у вас все получается. Если нет, задавайте мне вопросы в комментариях. Итак, вот я доплела шнур, ну такой небольшой. И я вам покажу, вот такие красивые дорожки образуются, когда вы плетете из 8 нитей из 2 цветов. Сегодня мы познакомились, как сплести разные шнуры, но я хочу показать вам еще один вариант плетения шнура на 6 нитях. Я сразу немножко забыла про него. Итак, вот как мы его плели, вы помните, вы можете вернуться и посмотреть. Я сейчас возьму другие 6 нитей и покажу вам, какой еще можно использовать вариант, когда у вас 6 нитей. Я здесь буду использовать более толстые нити, поэтому шнур получится более объемный. Итак, как я говорила, во всех этих плетениях плести мы будем только крайними шнурами, так же, как и здесь мы делали, немножко меняя плетение в центре. То мы оплетали по 2 нити, вот этих 2 нити мы оплетали, теперь мы будем делать немножко по-другому. Левую крайнюю нить мы заводим, как и в том варианте, когда плели белый шнур, вот сюда, и оплетаем не 2, а всего лишь
одну нить. Вот таким образом. Снова возвращаем, как обычно, нить в левую сторону. Теперь правым крайним шнуром мы делаем то же самое. Заводим снизу нить, но оплетем мы всего лишь одну нить. И снова вернем ее в правую руку. Повторяем наши действия. Крайний левый шнур мы заводим снизу и оплетаем одну нить, направляя ее в левую сторону. Вот так. Теперь то же самое мы делаем правой крайней нитью, и таким образом мы продолжаем плести наш шнур. Старайтесь не запутаться. Вначале вам будет немножко, возможно, тяжело, и даже придется, возможно быть, распустить ваш шнур, но потом со временем вы выработаете алгоритм, и шнур будет плестись достаточно быстро и легко. Точно так же концы нитей надо будет периодически распутывать, потому что они заплетаются, когда и вы заплетаете вверху ваш шнур. Этот шнур получится более объемным и несколько другой формы, чем тот белый шнур, который мы тоже плели на 6 нитях. Этот будет более округлой формы. Тот вы видели, я вам показывала такой четкий четырехгранник. На нем видны прям такие косички. Здесь за счет вот того, что мы изменили немножко способ внутри, как мы оплетаем, не 2, а всего лишь одну нить, за счет этого нить ложится по-другому, и шнур получится более округлой формы. Я это вам покажу, когда доплету, ну, более-менее длину, чтобы на ней можно было увидеть все нюансы нашего переплетения. Вот таким образом мы продолжаем плести. Можно сплести брелок, ручку для сумки, да все что угодно. Подхваты для штор очень красиво смотрятся таким образом. Точно так же можно менять здесь цвета, то есть вы экспериментируете, пробуйте, выбирайте свои варианты, которые вам нравятся и в способе плетения, и в цветовой гамме. Вот. Я надеюсь, что вам понятно, как это делать. Итак, сейчас я еще немножко доплету и покажу вам шнур, который у нас должен получиться в результате вот такого плетения на 6 нитях. Так вот, мне хочется еще немножко проплести, так он более хорошо виден. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. То есть у нас получился вот такой шнур. Если вы обратите внимание, я сейчас для сравнения возьму белый шнур. То есть он более округлый. Вот этот имеет такую четкую четырехгранную форму. Сейчас я вам покажу. Я недавно плела сумку и использовала вот такой вариант плетения для ручки в сумке. Начало ручки я сплела витой дорожкой. Вы можете найти мастер-класс на моем канале, как это сделать. А потом я перешла на плетение из 6 нитей. Вот такой вот способ. Ручка получилась достаточно интересная. Я желаю вам удачи. Спасибо. Надеюсь, вам все понравилось. Всем пока.